Можно я посмотрю, на что вы наживляете? Это у вас пшеная кашка, да? Личинка короеда с геркулесом, и это на червячка. И берет карасик на червячка. Вот такой карасик уже. Пока мы приехали, люди уже успели наловить. Ребятки, огонь, огонь, вообще класс, мне нравится. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы еще не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, сегодня вторник, почти конец апреля, и я приехала на очередной платный водоем, который находится в Минской области, Логойском районе, и называется он Логоза. По территории водоема находится довольно-таки много понтонов, на которых можно расположиться. Стоимость рыбалки на понтоне составляет 20 белорусских рублей. Рыбалка приветствуется по принципу «поймал, отпусти». Есть какие-то беседки, домики для аренды. Есть, я вижу, туалеты. Но трава такая себе. Посмотрим, что здесь будет по рыбе. На въезде я уже заезжала, встретила рыбака. И у него были караси. Если будут клевать караси, я буду просто нереально рада. Сейчас нужно быстренько выгрузить вещи. На машине можно подъехать к месту ловли, но машину обязательно необходимо выгнать на КПП. Пока мне все более или менее нравится. Ну, трохи такая трава высокая. Ну, что поделать. Я продолжаю, ребята, использовать остатки корма с зимы. У меня есть лещ Ready холодная вода. Да, Рамс? И у меня есть прикормка Ready, готовая на плотву. Она называется Ready плотва холодная вода. Так, давайте сейчас вот просто проверим. А вдруг здесь будет клевать без особых усилий, когда просто забросишь вперед снасть. Давайте попробуем поставить крючок гамакацу, довольно-таки большой. Поводок 0,16 номера. Давайте попробуем на первую надеть большой пучок опарыша. А вдруг без особых ковыряний, без поиска точки здесь будет что-то клевать. Сейчас посмотрим, какая плотность рыбы. Мне, допустим, неизвестно, какая здесь плотность рыбы. Если здесь хорошая плотность, она клюнет вообще просто возьмет и клюнет, понимаете? Вот я сделала забросик. Второй фидер.
Я сейчас ищу точку ловли, которую закормлю. Для закорма в точку ловли я буду отправлять корм, который замешала. И в него же я добавлю обязательно размельченную кукурузу, для того, чтобы там была крупная фракция. И рыба, если она будет подходить, задерживалась на точке. Нужно поменять, ребята, грузик на кормушку. Я поставлю вот такую, довольно большого объема. Кормовую 40 грамм. Не успели приехать, и вот такой вот дождик мелкий пошел. Разряжается обстановочка, видите? Вот, кстати, хотелось бы обратиться к владельцам платников, чтобы они, может быть, как-то, ну, не знаю, придумали, да, подставочки в понтоны, потому что вот, ну, некуда поставить реально фидерную подставку. Не у всех есть специальные кресла, за которые они цепляются. Не у всех есть подставки специальные. Было бы прикольно. Ребятки, я знала, что сегодня будет дождь, поэтому у меня сегодня с собой вот такой вот быстро устанавливаемый шатерчик компании Fintrail. Видали как? Джик. И понтон вон виден прямо отсюда. Сумочка от компании След. Друзья, если вам интересны такие сумки, доставка их осуществляется по всему миру. Ссылочку я оставлю обязательно в описании. Можно будет оттуда заказать. Запах, ребят, у глобуса отменный. Слушайте, недорогой сейчас у нас в магазине на скидках. И давайте покормим рыбку немножко. Рыбочкой. Хороший ориентир, палка какая-то стоит. Вон. Туда я буду махать. Лично от Миши. Вкусняшки. Приехали, с которым мы ездили на зимнюю рыбалку. Только. Очень вкусно. Конечно, вы никогда в жизни не видели карася. На опарыша, ребята. На опарыша, все. Буду ловить. Хочу карася, ребят. Клюнул он на пучок опарыша с незакормленной точки. Но сейчас я не закормленную точку. Я тоже поставлю опарыша. Сильный дождь. Но вижу, что должно потом... Такой дождь, ребят, долго не бывает. Это должно распогодиться. О, какой хороший, ребят. Посмотрите, какой хороший карась. Какой хороший карась. Еще карасик. Вот такой красавец, смотрите. Оп, на опарыша. Уже почти решил сойти. Видите, как удобно с палаткой. Все, сейчас поставим. Сварим пшена, ребят. Потому что, ну, жрет рыба быстро все. Клюет одна за одной. У меня есть с собой пшено, у меня есть с собой газовая плита. Сейчас все это дело забросим, отварим, и все будет добро. Умничка. О, ребята. О. Еще один карасик. И пока его вытягивала одного, клевала на вторую. Не знаю, там что-нибудь будет сейчас или нет. О, какой хорошенький. О. Ух
Ух ты, ё-моё, побольше как будто бы. Ёпсель-матрёпсель, нифига себе. Ну-ка, чуть-чуть, что там такое может быть? О, зеркальный карп, ребят. Не крупный, зеркальный карп. По принципу водоема, по правилам водоема, рыбу, которую вы не хотите забирать, нужно отпустить. Рыбу весом меньше 1 килограмма нужно отпустить. Соответственно, этот карп идет на выпуск, как вы понимаете. Сейчас он пройдет вместе со мной фотосессию, такой вот красавец зеркальный, и будет отпущен. Клюнул на 3 опарыша. Золотистый небольшой крючок. Не знаю, мне почему-то кажется, что промахнулась, а может и нет. Есть рыбка, ребятки. Карасик клюет один за одним. У меня такого давно не было. Куда хочешь, туда и забрасываю. Вот еще бы на поплавок поймать. Понять, почему. Во-первых, плывет влево все время все. Здесь что, есть какое-то течение реки, русло или что? Но судя по количеству, по плотности карася, кормить можно беспощадно. Нормальный такой карасик. Хорошенький. Тяжечку делаю. Так вот. И второй тоже сейчас поменяем. А здесь рыба. Да, здесь рыба. Рыжий, сейчас будет карась, смотри. Сейчас будет карась. Карась. Нет. Красотень. Он, кстати, шершавый. Немного. Может быть, стоит чуть-чуть длиннее делать поводок. Тогда он будет проглатывать и быстрее сам засекаться. Так. Хороший карась. Отличный размер на засушку, так, чтобы не испортился. Я так поняла, ребятки, здешняя рыбка любит умном. Ее довольно-таки много, у нее большая конкуренция, поэтому нужно добавлять крупную фракцию, которая будет выдерживать ее на точке. Как только в корме стало меньше крупной фракции, у меня в него было, добавляла я кукурузу, все, сразу же поклевки почти сошли на нет. Я ж не думала, что так получится. Почему-то только 2 пачки корма с собой. Я не знаю, чем думал оператор, когда ехал на рыбалку. Почему всегда с собой 10 пачек корма, а сейчас только 2. Но пахнет она отменно. Кстати, пахнет какой-то корицей, мне кажется, или чем. Добавила в нее сейчас пшена и кукурузу. Ничего не остается делать. Сейчас придется просто-напросто увеличивать ее количество и кормить тем, что есть. Хорошо, что хоть есть пшеная каша с собой, да, Ром? Что-то это молчит. Да. Ребятки, еще один карасик идет. Слушайте, ну... А самое интересное, ребят, что этот карась клюнул на ту кормушку, с той кормушкой на монтаж. Куда я кормлю уже просто пшеной кашей. У меня просто в кормушке пшено. Прикиньте. О. Ну что, карасик еще один. Супер. Снова увеличила кормоемкость кормушки. О, красавец какой. Ну, красавец какой. Чуть-чуть длиннее поводок сделала. Бродяга ладошь. И клюет у меня на опарыша.
Уже потеплело, смотрите, распогодилось. Чуть-чуть ли. Поклевка сейчас была такая от дохида. Идет что-то покрупнее, ну не прям там типа о, типа больше килограмма рыбы или больше 2. Но идет такое что-то бойкое. Сейчас посмотрим, что. Только перезабросилась. Только вот забросилась. Сейчас посмотрим. Карпик или карась? Карась, да? Это карась? Или зеркальный карп? Ой, какой хороший. А если будет большая рыба, можно узнать, как мы будем ее доставать? Сейчас попробуем. Оп. Никого. И сейчас не будет метан начнется рыба. Сик идет. Оп, красавчик. Уху. Карась. На парыш, на большой крючок. Нормально засекаться стал. Оторвала сейчас крючок и хочу попробовать крючок гамакацу. Красного цвета. Маленький. Маленький буду надевать по 2, по 3 опарыша. Вот такие. Раз, 2, 3, 4, 5 оборотов. Надеваем. Затягиваем. Поводочек стал чуть-чуть короче. Посмотрим, как это отразится на клеве. Рамс, ты хочешь мне, чтобы сломалось удилище? Раз. 2. 3. Погода огонь просто нереальный. Ко всему еще и рыбка клюет. Постоянно. Постоянно. То на одну снасть, то на другую. То на одну, то на другую. Ну, чуть-чуть реже сейчас стало, да, в дождь клевала это. Но я задолбалась бегать туда-сюда. Почему не хочет клевать на поплавок, как вы думаете? Вон уже клюет и здесь. Вот. А, это трогает. О, красавчик какой плывет, красики, красики, красавчики клюют. У-ху-ху-ху. Класс, огонь. Ой, сильный какой. Вы какой сильный. Оп. Пока здесь почти никого нет. Это очень круто.
небо видно. Ребята, короче, ну стрёмно, но я все равно решила достать удилище, потому что что-то начало его туда-сюда мотылять. Кажется, смотрите, какой зачетный сделан. 3 опарыша белых, 1 красный. Зарулили на огонек. О, какой красавчик, смотрите. О, красава. Такая красота. Ой, красота. Она уже ушла. Поклевка сразу на 2 удилища. Ё-моё, вон, смотрите. Одно тяну, на второе клюет. Офигеть. Это я понимаю, рыбалка на платнике. Ё-моё, ребятки. И вокруг гроза везде. Вот здесь вот что-то побольше. Интересно, что карась, я надеюсь, крупный. Это карп, да? Или карась? Это карп. Это миленький карп. Смотрите. Пока я этого тянула, отпускаю его обязательно. Маленький такой нам не потребен. Зараз поглядим, есть ли здесь что-то, потому что здесь хорошо клевало тоже. И здесь вроде рыбка есть. Карп, конечно, по размеру, если такой же, как с карасем, все равно, ребятки, сопротивляется получше. О, еще один, что ли, карпик. Именно к карпу подошли, нифига себе. У вас что здесь, извините, обед? Еще один вот такой вот. И я его отпускаю. Рамс, ты меня напугал, ты в курсе? А карась бывает, берет прям и стягивает почти с понтона, со стоечки. Считайте. О, видите, по-босяцки вот так вот ложу. А шо мне, я человек простой. И так нормально. Ой, ребятки, такая красота. Слушайте, ну такого карася одно удовольствие ловить. Успела за ним прыгнуть.
так, 0,16 поводок. Я надеюсь, выдержит. Ну, не, сейчас все нормально. Я надеюсь, это большой карась. Но больше, не знаю даже, что это. Не могу сказать. Но поклевка была красивая. Хорошее что-то. Ну не может быть, не, ну что. Ну сколько, ну 0,16. Если было прям что-то катастрофически большое, бы на такой поклевке бы оборвало. Не. Просто, наверное, длинновато поводок. Кто там, интересно? Ого. Ого. Ого, да, хоть посмотреть на тебя. Ого. Ну. Да, небольшой же, ну. Килограммчика, может, 1,5. Красавец. Опа. Красавец. Куда ты пошел, блин? Ну красиво, красиво, красиво. Все красиво, все как надо. Опа. На бороде висит крючок. За бороду снаружи он нюхал, да, там ходил, гребущий. Опа. Ребятки, смотрите, какой хороший карпик взял. Я не ожидала, что может взять. Опа. Такой. Здесь, я думала, здесь в основном карась или мелкий карп. А тут такой хорошенький прям. И взял его, смотрите, на опарыша белого с красным. Ну, хороший, будем отпускать. Я все-таки хочу сегодня только карася. И мы красавчика вот это вот отпускаем гулять. Давай, дружок, расти большой. Надо успеть, пока поклевки не будет. Слушайте, ну, нужно радоваться, что есть поклевки, что есть вот водоемы, на которые можно приехать и просто оторвать, отвести душу, так сказать. Ну, потому что такого не хватает, знаете, все время приходится выдерживаться, выделываться. А здесь куда забросил, оттуда и клюет. Вот на удочку не клюет. Самое вкусное, ребят. Самое вкусное сало. Салко вкусненькое. Это я понимаю острый нож. Понимаешь, что такое острый нож? Острый нож должен резать вот так. Чтоб ты не резал им как пилой. Это называется рыбацкий фуршет, рыбацкий перекус. Салка, колбаска, огурчик. Хора, ты давно висишь, а мы тебя ждем, а ты висишь. А ты висишь, а я думала, а где карась? А вот он. А? Спасибо, что даже не... Давайте этого отпустим. Видите, маленький совсем. Маленького такого добавить. Вот небольшой перекусик готов. Снасти перезаброшены. Одна стоит закидуха, фидер стоит на кукурузу. 3 кукурузины сейчас. Я типа задубинилась, жду. Второй опять на парыша. 3 белых, 1 красный. И пойду надену флисовую кофту свою, потому что дождя уже нет, а в этой прохладновато, поэтому нужен флис, чтобы не замерзнуть. Острые баклажаны от свекрови. Вкуснятина. Приятного мне аппетита. Если вы
тоже хотите перекусить приятного или кушаете в этот момент, когда смотрите мое видео, тоже вам приятного аппетита. Хорошо, что, ребят, сегодня долго солнца нету, ну, такого сильного, потому что я буквально на последней рыбалке вчера сильно сгорела. Давай. Мы с Рамсом решили, что нужно добавить в прикормку еще немножко печива цветного. А вдруг это какая-то волшебная рыба? Слушай, сразу подумаю, что дискотека и приплывет, да? Это первое. Снова распугивается. Снова идет солнце. Прикиньте, как удобно, что стоит шатер. Можно было от него спрятаться от дождя и все вещи спрятать, а сейчас можно в нем прятаться от солнца при необходимости, если очень жарко. Ребятки, сейчас вот дипанулась ванилькой и произошла поклевочка. На ванильку сейчас посмотрим, кто клюнул. Влево куда-то ведет. Ничего себе. Снова вернулось солнце. О, боже, какой. Это кто? Карасик. Вот это карасик. Это карасик. Ну-ка мне вот карасик нам нужен. Что не потерять? Аккуратненько. Оп. Ну, на ванильку. На ванильку задиповалась. И все. И сразу опа. Опа, вот такой вот красавчик. Такой. Всего объедает вообще моментом. Сейчас. Раз. Три. Еще один, ребятки. О, на ванильку приплыл карась. Наживляю 4 белых, одного красного опарыша. И давайте задипую супер краш. Наверное, карпушка маленькая. Может, ну, не знаю, не могу сказать точно какой. Ой, еще вон вторую опустила сразу. Ё-моё, поклевка. Ребят, вот такие вот красавцы здесь клюют, смотрите. А, зеркальные, мелкие. Ну, спортивный интерес, можно так сказать, представляют. Здорово вообще, когда что-то клюет. Красивый, чистенький, зеркальный карпик. Слушайте, ну вот сейчас диповала, клевала один за одним. Как только перестала диповать, все, сразу немножко клев вылетел. Интересно, да, получается? Погода вообще нереально просто хорошая. Вообще распогодилась, ни единого облачка. Ой, тут была такая поклевка. Отдай фидер. Я ее пропустила. Ну и ладно.
только, ребят, запанулась, ванилька, сразу карась. Ну, я почти сейчас долго не ждала. То есть, смотрите, какой хороший. Хороший. Ну, хороший же карасик. Вообще, просто. Трепыхается. Чувствует, что я съем. И вот сюда, вот так, ванилькой. Все. Чуть-чуть, буквально. Сейчас в эту кормушку я попадаю ей все время в одно место, в одно и то же. Я забиваю чисто кашу с кукурузой. Вот, чисто кашу с кукурузой. И клюет. Каша с кукурузой. Ребята, клюет одна за одной. Вот я вам серьезно говорю. Не успеваешь отвернуться. Оператор попросил завязать ему крючок. Я пока вязала крючок, сработка на 2. На 2. О, что там такое плывет, интересно. Карп или карась? Карп? О, какой карась хороший, а? Глядите, какой хорошенький, а? Сейчас мы его возьмем на абордаж. О, ребятки. Ой, какой красавец. О, какой хороший. О, какой хороший карасевич. И я дипую, ребята, сейчас. Дипую элементарно ванилью. Соседа тоже клюет. Это круто, ребят. Вы не представляете, как я хотела половить карася. Моя мечта сбылась. Называется сбылась, мечта идиот. Вот нужен мне карась. Вообще карась считается сорной рыбой. Сейчас. Клюет один за одним. О, какой красавец. Опа, красавчик. Такая кормушка. Там каша, РС, печево разноцветное и кукуруза. Все это выкармливаю успешно. О-хо-хо. Вовремя подсекла, длинный поводок. Опа. Раз. Два. Сейчас попробую дипануться укропом. Сегодня, ребята, лучше всего реализация на пинхуке. Десятки золотистые. Обалдеть. Карп, наверное, мне кажется, потому что водит из стороны в сторону. Сначала налево пошел, там попытался встать. Тут уже направо идет. Да, карпушка маленькая. Вот такой вот красавчик. О. Это на ванилечку, да. Рыбы я, кстати, здесь не знаю, есть она или нет. Давайте попробуем воспользоваться концентратом леща теперь. Обмакнуть. Кстати, в укропчике промокнула, ребят. Не хочет клевать. Сейчас попробую промокнуть в концентрат леща. И не надо никакой желатины. Можно было бы кормить пустой. Вареный пшеный каша. Прикол.
на такой позитивной ноте можно завершать это видео. Как вы видите, рыба клюет одна за одной. Это карась в перемешку с карпом. Был один даже покрупнее, уже 1 килограмм. Мне понравилось. Честно, для меня прям какая-то отдушина. Я очень рада, что появилось такое место, где можно даже карася половить, в конце концов. Потому что сейчас тяжело найти места, где ты можешь вот так вот насладиться поклевками. Я думаю, что это прикольно приехать сюда с семьей. Может посидеть, пожарить шашлыков. Правда, из-за обустройства, что я увидела, здесь есть. Везде практически есть мостки, есть мусорные урны, но не везде есть беседки. Беседки, если я не ошибаюсь, они арендуются отдельно. Возможно, там где-то на беседках и есть, если вот я вижу вдалеке, что там есть мангалы. Вот. Здесь мангалов нет. Кострища я здесь тоже не вижу. Травка высокая, но видно, что... Видно, что, в принципе, ну ничего, так нормально. Нормально, короче, завершаем. Это мой понтон. И вот так вот выглядит мое место без беседки. Обозначен номер, наверное, сектора. Я не вижу, там да или нет. Вот здесь вот мусорная урна. Там туалет. И довольно далеко находится один сектор. И второй сектор здесь. Если вам нравится отдых на природе, если вы тоже любите рыбалку, как люблю ее я, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем, естественно, ни хвоста, ни чешуи. Пока! О! Ну, конечно, чтобы не быть голословной, давайте покажу вам, что мне удалось поймать.